Привет, друзья! Это не слухи, это уже работает. В Баварии, вдали от камер и официальных заявлений, был запущен первый центр нового поколения миграционного контроля. С виду ничем не примечательный лагерь, но за периметром полностью цифровая система с элементами искусственного интеллекта. Здесь больше нет привычных опросов и бумажной волокиты. Каждого, кто проходит через ворота, обрабатывает специальный искусственный интеллект, платформа. Собирается биометрия, анализируется поведение, отслеживаются риски. Как утверждают журналисты, алгоритмы решают, кого оставить, кого задержать, а кого депортировать, и решают за минуты. Весь процесс координируется при участии военных экспертов и специалистов из спецслужб. По данным источников, близких к внутренним обсуждениям, технология заимствована у Израиля и адаптирована под специфику Германии. При этом, несмотря на масштаб, Берлин пока хранит молчание, ни одной официальной брифинговой записи, ни одного пресс-релиза. Внутри правительственной канцелярии такой подход уже называют моделью будущего, полной автоматизации и минимизации рисков. Это не просто лагерь, это лаборатория Новой Германии, где обкатываются механизмы, которые в случае успеха могут стать стандартом по всей стране. Но это только начало, дальше еще жестче. Самое поразительное – это тишина со стороны Евросоюза. Как утверждают источники, близкие к комиссии по внутренним делам Европейского Союза, Брюссель не был официально проинформирован о старте миграционного центра в Баварии. Раньше любые подобные шаги координировались, сегодня Германия действует в одиночку и, похоже, не собирается ничего согласовывать. По сути, миграционная политика стала внутренним делом Берлина, никаких форумов, консультаций или обязательных регламентов. Полный разрыв с прежней архитектурой согласований. Как подметили аналитики одного из берлинских центров, Берлин начал играть по своим правилам и делает это очень быстро. При этом формально Германия остается участником миграционной повестки Европейского Союза, но на деле выстраивает свою вертикаль контроля. Появился даже термин среди немецких чиновников «административная автономия». Это когда все решается на месте, без объяснений и без оглядки на Брюссель. Именно этот подход уже вызвал беспокойство во Франции и Бельгии. Некоторые европейские парламентарии называют происходящее необъявленным кризисом согласования. Но в Берлине это называют иначе – рационализация процессов. И если сейчас такая стратегия молчаливо принимается, то дальше последствия могут быть куда громче. Пока Европа молчит, Мерц открывает второй фронт уже за границей. Об этом не пишут на первых полосах, но цепочка событий говорит сама за себя. Делегация Мерца уже побывала в Абу-Даби. Официально это энергетическое сотрудничество, неофициально совсем другой уровень. Как пишут ближневосточные журналисты, обсуждались вопросы, которые напрямую касаются оборонной сферы. В частности, речь могла идти о допуске Эмиратов к немецким разработкам. Среди них это технологии военных дронов, системы киберзащиты, а также компоненты оптической разведки. Все это под грифом секретности, прямых заявлений не было, но, как утверждают источники, близкие к переговорам, подготовлен проект двухстороннего соглашения, которое может стать шокирующим прецедентом для НАТО. По совпадению или нет, но сразу после этого визита во французской прессе началась паника. Париж почувствовал, что у него под ногами выбивают энергетическую и военную платформу. Интересно и другое. С момента визита немецкой делегации в регион прибыла группа французских лоббистов. Как утверждают аналитики, между Берлином и Парижем началась негласная конкуренция за влияние в Персидском заливе. Что важно, ни одна из сторон не хочет выносить этот конфликт в публичное пространство. Комментариев от официальных лиц до сих пор нет, и в дипломатических кругах Германия это уже называет тактическим поворотом. Берлин выходит за привычные рамки Западного альянса и формирует новые альянсы на своих условиях. И вот тут Париж выходит из себя, давление растет. Париж нервничает, причина – это стремительное усиление Германии на Ближнем Востоке. После визита делегации Мерца в Объединенные Арабские Эмираты французская сторона резко активизировалась. Как утверждает один из источников в Европарламенте, Франция направила в Еврокомиссию закрытый документ. В нем прямое требование вмешаться в действия Берлина, нарушающие союзный баланс. Ситуация обострилась настолько, что в дипломатических кругах открыто заявили о ползущем суверенитете Германии. Берлин больше не обсуждает, он действует, и это раздражает старую элиту. Особенно остро восприняли возможные контракты между Германией и Эмиратами.
Французские концерны в обороне и энергетических сферах рискуют потерять миллиарды евро. Именно они раньше доминировали в этом регионе. Но теперь немцы заходят туда без приглашений и без объяснений. Причем делают это в момент, когда Парижу особенно важно сохранить влияние на Ближнем Востоке. Информацию стараются, конечно же, не выносить на публику, даже пресс-служба Мерца не отвечает на вопросы журналистов. А некоторые обозреватели считают, Германия просто копирует стратегию Соединенных Штатов Америки действовать первыми, а потом посмотреть на реакцию. Этот стиль пугает Брюссель, он непредсказуем, он ломает прежнюю модель согласования и главное, он показывает, что Германия больше не играет по тем правилам, что были приняты еще 10 лет назад. Это уже не просто внешняя политика, это сигнал. Новая Германия работает в новом ритме. Но за кулисами происходят вещи, о которых никто не говорит вслух. На бумаге все выглядит спокойно, но в экспертных кругах обсуждается совсем иная картина. По данным, полученным от лиц, знакомых с переговорным процессом, Германия и Объединенные Арабские Эмираты запустили гибридный протокол, новую форму партнерства, не оформленную традиционными соглашениями. Это своего рода серьезный канал обмена, где каждая сторона получает максимум без шума и без огласки. Речь идет не только о технологиях, в схемах участвуют и люди. Немецкие специалисты, включая инженеров, криптоаналитиков и экспертов по искусственному интеллекту, будут работать над этими эмиратскими проектами вне контроля европейского регулятора. По словам одного из экспертов по международной безопасности, эта модель создает зону вне правил, где НАТО не имеет доступа. Среди тем исследования в области нейросетей, автономной системы наблюдения, а также обмен инженерными решениями для оборонной промышленности. Отдельного внимания заслуживает энергетическая часть. Взамен на поддержку и полный доступ к передовым разработкам Объединенные Арабские Эмираты предоставляют Германии долгосрочные газовые гарантии, причем вне зависимости от санкций, квот и решений Еврокомиссии. Это не просто торговля, это стратегический расчет. Сделки не фиксируются пресс-релизами, они даже не проходят парламентские процедуры. Все оформляется в рамках ведомственных протоколов между Министерствами обороны, экономики и промышленности. В правительственной среде Берлина это уже называют форматом 2030, расчет на десятилетия вперед с выходом из-под стандартного контроля Брюсселя и Вашингтона. Хоть модель работает тихо, но именно в этом и заключается ее эффективность. И вот теперь становится ясно, это вовсе не импровизация, это план. Если все, что происходит в последние месяцы, рассматривать как случайные эпизоды, можно не заметить самого главного. Но если соединить точки, вырисовывается другая реальность. Германия больше не действует в логике старой Европы, она формирует свою систему гибкую, закрытую и технологичную. Внутри страны запускается управление миграцией нового поколения, центры анализа, платформы искусственного интеллекта, военного участия и новая административная архитектура. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.